бесконечные пляжи, белые скалы и безграничные леса. На этот остров ежегодно приезжают миллионы людей, и именно он в 20 веке должен был стать самым большим курортом Третьего рейха. Это самый популярный курорт Германии, и, скорее всего, вы о нем почти не слышали. Всем привет! Мы уже 4 года живем в Германии, и все это время мы даже не догадывались, что, оказывается, в Германии есть самый настоящий немецкий курорт. Это самый большой остров Германии, остров Рюген. И сегодня мы посмотрим, почему именно сюда съезжаются просто толпы немцев, и что особенного в этом острове. Да. В этом выпуске мы посмотрим, чем на самом деле живет главный курорт Германии, и расскажем, почему Рюген вообще не похож на ту Германию, которую мы привыкли видеть. Ну и заодно, конечно, покажем, на что же похож настоящий немецкий отдых. Жопа. В прямом смысле, там нудисты. И, конечно же, пожалуйста, не забывайте ставить нам лайки и подписываться на наш канал. Это нас очень мотивирует делать новые выпуски и вести наш канал дальше. А еще у нас есть Boosty и Patreon, если хотите нас поддержать как-то по-особенному. А если у вас есть какое-то особенное место в Германии, которое вы очень любите, пожалуйста, поделитесь им с нами в комментариях. И, возможно, в следующем выпуске мы отправимся именно туда. Рюген – это один из самых необычных курортов мира. И сейчас мы посмотрим, почему. Когда думаешь о Германии, первое, что приходит в голову, это брецели, октоберфест и пиво, фахверковые дома, на худой конец бюрократия. А вот курорты с Германией, как, например, в Италии, как-то не ассоциируются. Но они есть и совсем не похожи на южные европейские курорты. Взглянем на карту. Есть, например, курорт Травемюнде возле Любека. Есть Восточно-Фрисские острова и Зюйт. Все они находятся на морских побережьях страны, но настоящая жемчужина среди них находится чуть восточнее, в регионе Мекленбург-Передняя Померания. Вот он, Рюген. Рюген расположен в Балтийском море, и это самый крупный остров Германии. Хотя вообще-то он сравнительно небольшой, 52 километра в длину и 41 километр в ширину. Проехать его вдоль можно всего за 1-2 часа. С материком остров соединен одним единственным мостом, поэтому добраться сюда довольно просто. Но главное не это. Каждый год на остров приезжают миллионы туристов, и в первую очередь сами немцы. Для них Рюген – это без преувеличения главный курорт страны. И тому есть несколько причин. На Рюгене десятки километров песчаных пляжей, белые меловые скалы, густые леса, которые выглядят так, будто к ним никогда не притрагивались, и дюжина небольших, но красивых курортных городов с очень спокойным и размеренным ритмом жизни. Рюген – это, пожалуй, самый открыточный курорт страны, и, кажется, один из лучших способов, чтобы понять, на что же похож настоящий немецкий отдых. И самое время убедиться в этом лично. Этот уикенд мы проведем как настоящие немцы. Это будет просто бомба-пушка. А первое, что делают немцы, которые приезжают на Рюген, это заселяются в отель. А точнее, в пансионат. Ну что, приехали? Пойдем заселяться? Вот это классический пансионат на Рюгене. И выглядит он ровно так, как и большинство других домов на острове. Классический рюгенский пансионат – это что-то между уютным семейным отелем и старинной курортной виллой. Белые стены, часто темные деревянные балки. Одним словом, привычный немецкий фахтверк. Такие дома, как правило, небольшие, всего-навсего на 2 или 3 этажа. Но главное в них не стены и не размер, а широкая и габаритная крыша. На самом деле, такие крыши домов – это прямо визитная карточка Рюгена. Такие крыши мы могли заметить в Дании, но здесь они прямо на каждом углу и создают эту сказочную, такую уютную атмосферу, настроение. Вот сейчас мы находимся на улице, где целиком
все устлано вот этими крышами, и создается действительно очень приятная атмосфера, как будто бы эти домики принадлежат хоббитам, то есть они небольшие, крыши очень массивные, пышные, пушистые, в общем, одно удовольствие. Такие крыши традиционно делают из камыша, который произрастает здесь же на острове. Такое покрытие очень хорошо держит тепло и защищает от ветра, а также, безусловно, добавляет особого уюта домам. К слову, внешний вид рюгенских домов почти не отличается от того, какими они были века назад. Ведь зачем менять то, что и без того хорошо работает? Кстати, конкретно этот дом – это наш пансионат. И у него помимо традиционности есть еще и уютнейший внутренний двор. Полная идиллия. Я в шоке. Ты мне нравишься. Ты мне нравишься, да. Можно домой такого забрать. Домой такого. Много мест не занимает, чуть больше собаки. Он меня ест. Я тебе точно говорю. На самом деле, как будто мы приехали в деревню к бабушке. Здесь еще эти прищепки висят для белья, птички поют. Невероятно. Как будто в детстве. Местные пансионаты обычно рассчитаны всего на 10-15 номеров. И сами номера достаточно простые. Внутри в целом так же, как и снаружи. Просторно, аккуратно и свежо. В этаком деревенском стиле. Деревянная мебель, удобная кровать, шкаф, небольшой стол, ванная с душем и немного техники. В общем, без излишеств, но уютно, удобно и аутентично. Такие вот рюгенские домики. Ну прям все по классике, как и должно быть. Ну как? Мягенько. Ой, с дороги самое то. Стоимость суток в одном из таких пансионатов в летний сезон колеблется в районе 100 евро за ночь, включая завтрак. И, кстати, о них. Основное движение в пансионате начинается именно на завтрак. Это, пожалуй, единственное время дня, когда все постояльцы стягиваются в одно место. Пахнет изумительно. Ну тут прям буфет, слушай. Все стоят в очереди, а мы нет. Возможно, мы что-то делаем не так, да? Завтрак – это одна из главных фишек в пансионатах. Здесь прямо все максимально типично для немецкого фрюхстюк. Свежие булочки, колбасы, масло и джемы. И все в этом роде. Нравится? Ну, нравится, и что? Ну, конечно, нравится. Такая булка с хлебом. Я ради такой булки с хлебом готов на все. Даже на воровство? Даже на воровство. Здесь бросается в глаза, что пансионат по большей части заполнен людьми постарше. На самом деле, кажется, что мы здесь самые молодые, потому что даже чтобы пройти на ресепшн, нужно пройти через большую очередь к буфету, где стоит большое количество взрослых людей. Пенсионеров. Да это не пенсионеры. Ну и кто из них пенсионер? Но вообще же рюгенские пансионаты – это просто полное расслабление. Пожалуй, это одно из наиболее спокойных мест, которое вообще можно найти во время отдыха. И это, на удивление, очень приятный опыт. Вайбы просто потрясающие на самом деле. Такое ощущение, будто мы опять вот в Ютландии, потому что пейзажи очень похожи, домики очень похожи, только летом. Класс. Но время начинать исследовать остров. Здесь есть на что посмотреть, и впереди все самое интересное. Мы сейчас едем смотреть на особенные скалы, которые есть только в этой части Германии. Готовы? Поехали. Поехали. Из-за компактности острова до всех достопримечательностей Рюгена можно добраться максимум за пару часов. Перемещаться по острову можно и на публичном транспорте, но удобнее и интереснее, конечно же, на автомобиле. Через весь остров проложены удобные разгруженные дороги, которые, как правило, пролегают прямо в живописных местах острова. И поэтому, во-первых, полюбоваться есть чем, а во-вторых, от езды не устанешь.
Во время езды, кстати, можно наткнуться на старую скалейную железную дорогу 19 века. Она соединяет курортные города острова. По ней ходят паровозы, и многие считают ее инженерной достопримечательностью острова. Но мы же решили отправиться сразу к самому главному сокровищу Рюгена, а для этого нужно приехать в парк Ясмунд. Ясмунд – это самый маленький национальный парк Германии. Но его размеры, конечно, не играют роли, ведь именно здесь сосредоточены одни из самых узнаваемых пейзажей страны. Именно здесь находятся знаменитые масштабные белые меловые скалы, которые просто нельзя пропустить, оказавшись на Рюгене. Правда, на машине до них не добраться. Приехать просто на парковку недостаточно. После парковки придется еще идти как минимум 50 минут в одну сторону. Но благо маршрут не очень сложный и при этом еще и приятный. Главный символ парка – его меловые утесы, расположенные в чуть более 4 километрах пешком от парковки. Так, ну что, посмотрим. Большинство туристов двигается от парковки вот сюда, к национальному парку, или к центру его Кёнигштуль. Вот. Но оттуда открывается не самый лучший вид, и вместо этого можно пойти немножко южнее. Вот эта точка, куда мы на самом деле хотим попасть, оттуда открывается лучший вид. В любом случае, на всем маршруте установлены указатели, поэтому потеряться не получится. Прогулка к цели нашего назначения пролегает по такому очень красивому, высокому лесу, из-за чего даже в самый жаркий день здесь достаточно приятно идти. Это буковый лес и часть всемирного наследия ЮНЕСКО, как один из последних в Европе почти нетронутых буковых массивов. Как и с домами на острове, этот лес выглядит точно так же, как и века назад. Буковые деревья очень высокие и местами закрывают своей листвой почти весь солнечный свет. И поэтому в жаркую погоду здесь очень комфортно находиться. По пути периодически встречаются небольшие озера. А из-за того, что между деревьями почти не вырастает другая зелень, через лес очень легко продвигаться. Ну что, не устала пока? Не, очень классная дорога. Нет никаких торчащих корней, ничего такого. Ты просто идешь вверх, вниз, очень классно. При этом, да, без каких-то сильных перепадов. Также мы идем такие. Мы просто ходить не умеем. Спокойная летняя прогулочка. Приятно. И вот, спустя час неторопливой прогулки через лес, дорога привела к месту, где лес внезапно обрывается, и начинается бесконечное море. И вот они, те самые белоснежные меловые утесы. Эти утесы тянутся вдоль берега острова примерно на 10 километров. В солнечную погоду они словно светятся. Самая известная точка Кёнигштуль возвышается примерно на 118 метров над водой. И самый лучший вид на нее открывается со смотровой площадки Виктория Зихт. Смотри, Виктория Зихт. В 1865 году прусский король Вильгельм I и принцесса Виктория захотели посмотреть на вот эти прекрасные белые скалы Рюгена. И они не нашли лучшего места, чем вот эта точка. И с тех пор эту точку прозвали «Вид Виктории». К слову, возле Кёнигштуль недавно появилась еще новая смотровая площадка Skywalk. Оттуда открываются похожие виды, но она платная и стоит 10-12 евро за вход. Ежегодно на обе площадки приходит в среднем до 400 тысяч человек, чтобы полюбоваться белоснежными утесами и синевой Балтийского моря. И нужно ли говорить, стоит ли оно того? Вообще, конечно, природа Рюгена – это, наверное, самый лучший хайлайт острова. Она очень богатая, пышная и во многом нетронутая. А самое главное, она на острове кругом. И это один из подкупающих моментов, из-за чего сюда стоит приехать. Но помимо природной красоты, Рюген обладает еще и неожиданными достопримечательностями, и одна из них очень резко выбивается из всей этой природной идиллии острова.
Вот этот протяженный комплекс – это одна из самых необычных и контроверсных построек во всей Германии, с достаточно неоднозначной и местами даже мрачной историей. Это курорт, который в 20 веке задумывался Гитлером как самый большой в мире. Собственно, вот. Это одно из самых больших монолитных зданий в Европе, возможно, даже в мире. Но у него очень интересная история. В 30-х годах его построили нацисты. Их лозунг был «Сила через радость». И это монолитное здание должно было стать одним из самых длинных в мире. И сейчас оно достигает 4 километров в длину. Даже 4,5. 4,5 даже. И в 30-е годы, естественно, немцы не достроили. Потом советские войска забрали это здание под свои нужды. И вот сейчас это здание уже включает арт-объекты, разные галереи. Здесь рестораны, все. Можно заметить, да, здесь отельные комнаты. Вообще очень интересно, потому что с обратной стороны нет балконов, а с этой стороны есть. И почему так? Потому что было решено построить здание таким образом, чтобы каждая комната имела вид на море, что по тем временам было колоссально утопичной идеей. Ну, от себя хочется добавить, что это такая особенная достопримечательность. Может быть, она не каждому зайдет, но история... Она особенно историей. Да, история у здания интересная. И, конечно, протяженность тоже могучая. В общем, если бы не нацисты, вообще было бы отлично. На этом мы закончим. Правда. А вообще этот курорт неспроста задумывался именно здесь, ведь именно в этом месте находится самый лучший пляж Рюгена. Но прежде чем мы к нему переместимся, поговорим о том, на что же вообще похожи местные пляжи. Рюген, как и другие курорты Балтийского моря, славится своими протяженными песчаными берегами. Точную их длину никто не подсчитывал, но речь идет как минимум о 60 километрах. Да и вообще значительная часть побережья острова – это широкие полосы светлого, мягкого песка. Какого-то одного главного места для отдыха на острове нет, хотя некоторые участки побережья пользуются большей популярностью просто потому, что до них легче добраться. И вот как выглядит типичный рюгенский пляж. Самое первое, почти всегда побережье острова отгорождено природой от дорог и городов. Как правило, чтобы добраться до Рюгенского пляжа, нужно пройти через густой лес. Как тебе аромат? Аромат волшебный. Прям хвоя хвойная. Очень нравится. Как в Карелии, да? Да, как в Карелии, только вот именно летом, когда Нет, нагревается как в Испании. хвоя. Вот как везде, где есть хвойные леса, которые нагреваются днем очень сильно. Потрясающе. Вижу уже море. Это жопа. В прямом смысле там нудисты. Да? Да, Где? там не уверена, что можно показывать. Но если что, там жопа. Да. И, собственно, это тоже специфика местных пляжей. Они очень разгружены, и из-за своих размеров может показаться, что на них почти нет людей. Определенно подходит для тех, кто любит позагорать без плавок. Что же касается воды, то она здесь потрясающе чистая. Но, как это всегда водится, прохладная даже в середине лета. Море на самом деле куда холоднее, чем может показаться на первый взгляд. И хотя вот этот пляж, он прям крутецкий, он прям реально крутецкий, он широкий, белый песочек, очень чисто, спокойно, но вода холодная. Ну, наверное, градусов 15 вода, и это уже почти июль. Ну, на любителя. А вот за что рюгенским пляжем можно поставить 5 звезд, это за песок. Мягчайший, светлый и чистый. Не песок, это какая-то Испания. В общем, типичное рюгенское побережье, оно широкое, чистое, невероятно спокойное и идеально подходит для того, чтобы прогуляться вдоль воды или же просто насладиться шумом и запахом моря. Вот это я понимаю лето. Хочется вот побольше таких дней. Жизнь ощущается прям очень ярко в такие моменты. А если хочется увидеть все это в лучшем виде, достаточно приехать в то место, возле которого и была построена Прора.
Как по нам, это самый лучший пляж острова. Невероятный, правда. Такой песок, такая свежесть. Ножки прямо хочется опустить в этот горячий песочек. Жалко, что мы приехали сюда только вечером. Правда? Ну, как получилось. Да, на этом пляже хочется остаться еще на пару дней. Возможно, не в этом здании. Потому что его построили, да? Как бы там ни было, пляжи — это точно одна из сильных сторон Рюгена. Быть может, не для тех, кто любит подолгу плавать, но точно для всех остальных. Природная красота и просторные пляжи – это, можно сказать, базовый минимум посещения Рюгена. А вот для роскошного максимума имеет смысл еще немного поисследовать остров. Мы отправляемся на самый край острова. Найти его можно по ориентирам Кап Аркона. До него, так же как и в случае парка Ясмунд, напрямую на автомобиле не добраться. Машину придется оставить в паре километров позади и отправиться пешком через живописную рюгенскую деревню. Альтернативно до мыса можно добраться вот на таком паровозике, но, само собой, за плату. Под музычку отлично ходить. Так и путешествуем. Лето на Рюгене, конечно, потрясающее. Кстати, мы вот туда идем. Стоит ли оно идти сюда 1,5 километра или даже 2? Пока что не уверен, но мы скоро там окажемся. Когда-то в этом месте была славянская крепость Еромарсбург и центр культа бога Свентовита. Но сегодня здесь вместо этого расположены 2 кирпичных маяка, старый, возведенный в 19 веке, и новый, более современный и высокий, построенный в начале 20 века. Он функционирует и по сей день. Но люди приезжают сюда не ради маяков, а ради видов со смотровой площадки мыса. Вот мы такие добрались до самой северной точки этого острова. И что можно сказать? Это самая ветреная точка и очень красиво. Мыс Аркона – это прежде всего красивая цель для приятной летней прогулки, и ради отличных видов сюда, собственно, и приезжают. Ну а после мыса можно отправиться на знаменитое на всю Германию вечернее шоу, которое встречается только на Рюгене, и ради которого на остров ежегодно приезжают сотни тысяч людей. Störtebeker фестиваль – это одно из крупнейших театральных шоу под открытым небом в Германии. Оно проходит на острове каждое лето в местечке Ральсвик и посвящено легендарному пирату Клаусу Störtebekеру. Для этого шоу выстроили огромную сцену с многочисленными реалистичными декорациями. Создали даже реальные, похожие на средневековые корабли. В самом шоу участвуют десятки актеров, каскадеров и лошадей. И все это под пиротехнические спецэффекты. В общем, это точно нетипичная театральная постановка. Этот фестиваль – это одно из самых посещаемых open-air шоу в Европе. Несмотря на свою огромную популярность, попасть сюда, как правило, можно без особых проблем. Ведь с июня по сентябрь шоу идет почти каждый вечер. И оканчивается оно всегда огромным фейерверком над водой. На самом деле, очень необычное зрелище. А билеты на шоу можно купить на официальном сайте. Стоят они в районе 45 евро. Хотя здесь есть маленький лайфхак. Билеты на первое выступление в июне стоят в 2 раза дешевле, так как эти дни считаются генеральными репетициями. Но программу показывают полностью. Ну и финальным аккордом путешествия на Рюген, как нам кажется, должен стать самый узнаваемый вид этого острова, разве что после меловых скал – пристань в городе Зелен.
Мы приехали в особенное место на острове, просто чтобы уже поставить финальный акцент нашего путешествия. Оно очень распиаренное и встречается на всех открытках про Рюген. Да. Но мы не особо сюда стремились, просто хотим зачекиниться. Да, вот чтобы уже полное путешествие было. Да. Зелен – один из самых красивых и популярных курортов на острове Рюген. Большая часть города выглядит открыточно, благодаря специфичной для Рюгена курортной архитектуре. Здесь множество таких белых вилл с балконами, колоннами и изящными декоративными фасадами. Главная улица, Вильгельмштрассе, ведет прямо к морю. И именно здесь и располагается самая узнаваемая достопримечательность города. Вот он, пирс Зелен. Пирс расположен на широком песчаном пляже, и к нему ведет достаточно знаменитая лестница. Отсюда сверху открываются очень красивые виды. Хотя спускаться по лестнице опционально, ведь можно воспользоваться лифтом. Совсем, конечно, уже не хочешь пешком ходить. Нет. Нет. Сейчас на лифте как съеду. И пока мы спускаемся, расскажем все, что знаем об этом месте. Широкую известность ему принес его особенный облик в том же классическом местном курортном стиле, как и у городских вилл. А эффектный подход сверху сделал его супер фотогеничным и визуально более впечатляющим, чем обычные пирсы. И как-то так и получилось, что благодаря красивой картинке это место и стало очень популярным. Кстати, этот пирс был разрушен штормом и временем в 20 веке. Так что сегодня мы видим слегка измененную реконструкцию оригинальной постройки. Вот тут видно, что было построено это здание еще в 1906 году. И выглядел, конечно, несколько иначе. Но сегодня это ресторан прямо в море. Конечно, в качестве заключительной точки путешествия по Рюгену, чтобы встретить, например, закат, вот это место, оно идеально. Правда, может быть, немножко холодновато, но да ладно. Ну и прежде чем завершить наше путешествие по Рюгену, хочется отметить, что этот остров – это определенно не тот курорт, который пытается конкурировать с Сардинией или Сейшелами. У этого острова совсем другая эстетика, и он предлагает абсолютно другой опыт. Здесь нет жары юга или лазурной теплой воды, нет привычных огромных курортных отелей. Но при этом есть то, что не найти на южных курортах. Здесь классно, здесь красиво, здесь ромашки для Машки. Например, на этом острове ты живешь в простых, но уютных пансионатах. Здесь ты ешь обычный, но по-домашнему вкусный завтрак. Гуляешь по лесам, которые выглядят так же, как и сотни лет назад, и можешь выйти к превосходным пляжам, где почти никого нет. Рюген обладает своими уникальными чертами, которые не увидеть больше нигде в мире. И лично нам показалось, что этот остров – это один из самых точных ответов на вопрос, что такое отпуск по-немецки. Рюген – это Германия, которую не ожидаешь увидеть. И уже хотя бы ради этого сюда стоит приехать. Ну а мы же благодарим вас за проведенное время вместе с нами. Если вам понравился выпуск, не забудьте поставить лайк и подписаться на наш канал. А мы, в свою очередь, отправляемся в новое путешествие, где и увидимся с вами. До новых приключений! Пока!